Привет! Сегодня мы едем в Тель-Авив и Яффа. И вы едете с нами на море. Это Яффа, порт Яффа. Яффа его называют местные городом, хотя это сейчас часть Тель-Авива, и это как бы арабский порт изначально, давным-давно был. Но вот мы видим, кстати, над ним реет флаг тамплиеров, между прочим. Да, кто читал Ричард Львиное сердце Вальтера Скотта, вот Айвенго, может быть, это вам будет знакомо это место. И вот, соответственно, там у нас дальше новый порт будет, это старый порт, море. И вот там открывается вид на Тель-Авив с огромным количеством небоскребов. Конечно, после Москвы это немножко так, шок, потому что у нас небоскребов один маленький пятачок, Москва-Сити. Тут небоскребов просто огромное количество. И тут, в общем, все работает, несмотря на то, что сейчас Суккот, соответственно, сейчас никто не работает из евреев. Так, это арабское место, тут много чего работает, и вот люди сюда приезжают, отдыхают. Тут и влияние, соответственно, какое-то христианство, естественно, то, что тут тамплиерские флаги висят, соответственно, мы видим тут, я не знаю, как это сказать, про барельеф. Большой ржавый якорь, он с меня ростом, а я, в общем, 1,86 м, то есть он большой. Весьма аутентичное место, вот тут такие решетки древнего вида довольно-таки. Вот такие двери, мне кажется, этой двери, наверное, лет 300, может больше. То есть, на самом деле, очень красивое место. Честно говоря, я даже не ожидал. Я думал, Тель-Авив, он весь такой очень современный город, а вот Яффа, например, видите, такая старинная крепость, самая настоящая. Можно назвать это портом, да, портом, но на самом деле это крепость, прибрежная крепость. Все убежали вперед, поэтому я не успел посмотреть. Вообще это место очень такое, напоминает Нидерланды опять. Извините за аналогию. Ну, я был в Японии, в Вьетнаме, в Нидерландах, во Франции, поэтому какой-то вот пытаюсь найти, что я видел. И вот это очень похожая атмосфера на типичную голландскую какую-то вот такую достопримечательность. И люди вокруг такие же, все европейцы в основном. В общем, прикольное место. Рекомендую всем сюда попасть. И вот тут уже огромное количество яхт. Еще один якорь, похожий на замок. Например, можно прийти, там и покушать. Недалеко от берега в целом. Решили зайти в какой-то первый рандомный ресторан, чтобы сходить в туалет. Тут можно, короче, в любом кафе сходить в туалет. В любом месте можно сходить в туалет, даже если ты там ничего не ешь. Да, не то, что у нас в Москве мы пытались, как бы, мы прорвались, но, в общем, это был скандал целый. Тут как бы нормально относятся к потребностям человека, что очень радует. В Израиле можно в абсолютно любом месте пойти в туалет, в любой кафешке, и вас никто не осудит, не заставит вас там покупать кофе. В общем, демократичная страна. Мы в старую Яффу приходим, и тут висит такой щит, где на арабском, на иврите и на английском написано, что с середины 19 века до Первой мировой войны тут оперировали союз, видимо, таких европейских государств, которые четверть местного порта, такую христианскую четверть, видимо, остальная арабская и четверть христианская, они тут вместе, значит, этим всем управляли. И вот сейчас мы пойдем внутрь вот этого места. Тут такие древние ступени, вообще, естественно, древнее здание крайне. Вот, и мы вот сюда идем. Такое все очень древнее, по-древнему выглядит. Сколько, наверное, людей, сколько поколений истоптали это местечко. И тут в уютных катакомбах две сестрички общаются. Таким примерно был Умбар у Толкиена. Входим в очередной узкий проходик. Довольно-таки скользкий тут пол. Мы сейчас в христианской четверти крепости Яффа. Хочешь пойти вперед нас, чтобы Нет. на фоне нас наши жопки снимать? Ваши жопки буду снимать, конечно. Хочешь просмотр? Конечно, естественно. Тут очень много прям висячие сады. Очень клевые тут растения, разные очень такие. В общем, любители ботаники будут довольны. Тут в основном суккуленты, то есть любители жаркого климата. Какие-то трубы тут есть.
из которых, наверное, что-то течет иногда. Интересные архитектурные решения, такие скошенные пролеты, потолки у пролетов, фигурные решетки в больших количествах. И некоторые из них выглядят довольно-таки древними. Балкон такой вот, как у нас где-нибудь в Кузьминках. Наверное, отсюда взяли эту идею. Давайте зайдем. Ох, как у нас тут интересно. Картина. Древние катакомбы. Тут дует ветер, но также, конечно, видно бородавки кондиционеров. Стоят странные. Какая-то мебель, сумки, такие сокровища. Такое ощущение, что тут кто-то живет. Мне кажется, это входная дверь в жилье. Такой красивый почтовый ящичек. Ну, это явно, вот, в общем, древность древностей. Конечно, кондиционер немножко комично смотрится. Слушайте, ребят, походу мы пришли с вами в совершенно жилое место, потому что кто-то в этой крепости сейчас сушит носки. Заметим. Вот, что-то там поливают. Как оказалось, тут люди живут. Все это крепость, это не просто какой-то культурный объект, очень красивый на самом деле, а это жилой город. Тут вот люди живут вот в этих вот стенах. Внизу у них может быть какой-нибудь магазинчик или бизнес, а сверху на втором этаже они уже живут. Что, конечно, очень необычно, потому что ты реально живешь в настоящей древней крепости. С местного зодчества абсолютно такая деревянная резная дверь. Цельная причем, что реально довольно прикольно. Тут что-то прибито гвоздями. Видимо, тут раньше табличка была. Такое оно все приятное, обветренное солью дерево древнее. Ну, оно не очень древнее, но все-таки. И вот такой замочек. Тут вот прям вот в этой крепости находится местный полицейский участок. Заходите в гости. И рядом дверь такая на амбарном замке закрыта. Враг не пройдет. Такой красный песок. Видимо, в нем много железа довольно-таки. Ой, смотрите, какие маленькие перчики растут. И растут маленькие перчики. Офигеть, их можно есть. Малютки какие хорошие. Наверное, они очень острые, я думаю. Да. Воду мы пьем всегда из-под крана в Израиле, потому что она везде хорошая из-под крана. Даже если она пресненная, она все равно вкусная. И пить надо много. Это вода из туалета Яффы. Ну, не совсем из бачка, но тем не менее из-под крана. Абсолютно нормальная бутылочная вода. Большая экономия получается. Да, в Москве мы бесплатно. все время воду заказывали в банках. Да. Насчет воды, тут же тоже песка много, пески. И пески очень хорошо фильтруют воду. То же самое используют в Нидерландах, там у них песчаные дюны. Так что, если вот в какой-то такой местности, где песок, там всегда хороший. Дзынь-дзынь сделали. Всякие ништячки вот такие за 30 шекелей, то есть за 10 баксов. То есть за типа 600 рублей. В принципе, наверное, не так уж даже и много для такой бижутерии. Но мы на блошиных рынках типа покупали, наверное, рублей за 50 такие штуки. Церковь, видите, сверху крест. Церковь тамплиеров, видимо. Это место закрыто, потому что ручек нету дверей. Кстати, такой оригинальный способ, так сказать, ручки снимать. Пойдем дальше. Пойдем на смотровую площадку Яффы. Необычные тут люки. Они такие латунные, как будто бы, кстати. Не встречал таких еще. Какая-то странная инсталляция. Напишите, что это, если кто-то знает. Да, вот такой вид. Это местная смотровая площадочка. А вот тут вот, на этом балкончике, живут люди просто вот. Ну, наверное, не очень обычные люди. Я думаю, смотрители, наверное, этой крепости. Очень-очень богатые. Если у вас вдруг завалялось 4-5 миллионов долларов, то вы можете тут приобрести квартирку. Здесь, я думаю, вот здесь, смотрите, здесь вот в этих... Нам тут по секрету Это сообщили. миллионы однозначно. Во-первых, Пальмах, это финиковые пальмы. Тут много всяких цитрусовых растет. В общем, такой маленький рай на земле. Цветет местный кустик. Такими красивыми маленькими цветочками. Летают бабочки, его пыляют. Видели, как выглядит пальма изнутри? А вот так. Эта пальма была выедена термитами. И вот поэтому она, собственно, вот так вот упала. Такой круг со знаками зодиака. Если вы фанат астрологии, вставайте сюда в полночь, и что-то случится. Собственно, такой вид открывается.
на вот эту площадь центральную, и вдали виден Тель-Авив. Проходим по небольшому мостику, спускаясь по ступенечкам. Везде вот этот камень приятный, по нему приятно ходить. И опять у нас знаки зодиака, водолей, рыбы, козел, овен, как вам больше нравится. Кошки бегают, видите, вон кошка. Мы поднимаемся сейчас на самую высокую точку города Яффа. Вот мы идем, и вот тут такие врата в новый прекрасный мир. С самой высокой точки Яффы открывается вид на Тель-Авив. Слышны песнопения еврейские, потому что сейчас Суккот и все поют. Там у нас море. Очень интересная архитектура в Яффе, просто вот такая эклектика, когда смешаны стили, висячие сады, много очень зелени, цветов и очередная деревянная древняя дверь. Как же я их люблю! Посмотрите, какая красота, просто потрясающе. Спускаемся вниз с самой высокой точки Яффы, и там можно наверх пойти, а мы вниз идем. И тут тоже, в общем, довольно-таки прикольно. Голуби тут живут в больших количествах. Граффити много. Кстати, в Тель-Авиве, ну мы в принципе в Тель-Авиве же сейчас, очень много граффити на вот таких вот гаражах. Тут вообще прям очень много граффити везде. То есть вот где мы живем в городе Ришон, там граффити я практически не видел вообще, по крайней мере в центре. Тут они везде. По крайней мере в районах, где мы были, потому что Тель-Авив он очень разный. Есть вот такие как бы старые районы, ну пока не знаю, старые, не старые, я не разбираюсь. В общем, районы на окраине, там много граффити очень, а в центре там, в общем, небоскребы, и он очень разный. Есть такой старый город, есть более такой хай-тековский, он очень разный. Граффити умудрились даже сделать на этой стене, я не знаю, как они это делали. Это надо умудриться так сделать. Продолжаем спускаться вниз. Тут у нас рынок, судя по всему, тут блошиный рынок иногда бывает. Может, сейчас праздник, наверное, он будет не такой активный. Ну, в общем, тут даже сейчас, несмотря на Суккот, в общем, такая движуха. Вот и блошиный рынок. Лампы Аладдина в больших количествах. Кофейники, подсвечники, прям коллекция подсвечников. Я столько подсвечников в жизни не видел, но потому что в Израиле это актуально. Монетки лежат в больших количествах. Такое прямо очень много всего стального. То есть, в отличие от нидерландских блошиных рынков, там стали не так много. Кто-нибудь увлекается монетками, вот тут есть самые разные, в том числе, наверное, из России есть. Музыкальные инструменты в больших количествах, рюмочки, даже собаки, но собаки не продаются. Рог, штурвал, может вам нужно для яхты запасной купить можно. Атлант, который держит полглобуса, туда можно, в принципе, на что-нибудь положить интересное. Наследие 90-х, мотор. Наследие 90-х, магнитофон Sony. Сколько за эту гитару? Мне сказали 150 шекелей. Наверное, можно поторговаться, но в общем это очень дорого, потому что гитара, сейчас я вам ее покажу. Я как специалист по гитарам могу вам сказать, что такая гитара, она ну типа, ну не стоит она 50 баксов вообще. Ну это надо торговаться. Я думаю, если поторговаться, может быть, вы в итоге и выйдете на 20-ку, на 10-ку. Знаменитый десерт малаби называется, арабский. Малаби. Стоит такая штучка 13 шекелей, ну в общем не дешево, но побаловать себя можно, живем один раз. Тут кокос, кокосовая крошка, орешки. И что-то вот сладкое. Розовая, это розовая вода. Со вкусом роз. Это самый романтичный десерт. Со вкусом роз. Ну давай, попробуй. Мне правда пахнет розами. Да-да-да. Сними прям крупняк. Давай. Так, я мешаю с камерой. Не-не-не, нормально. О! Добро пожаловать в арабский мир.
Малаби. Ну как тебе? Как мне нравится. Тебе, наверное, не очень понравится. А мне, мне очень нравится. Это знаешь что? Очень удачно. Это вот, как же это называется? Панакота, вот. Это панакота, но не крем-брюле. а Панакота, но не крем-брюле. именно- Да, ты озвучиваешь, что Да. молочная панакота без привкуса крем-брюле и со сладостями, орешками и кокосом. Или тебе интересно как? Нормально? Да, вкусно. Нравится, да? Очень сладко, очень. На что похоже, как ты думаешь? На какое-то суфле. Батончик Суфле. такой сладкий. О, торт, полет. На полет? О, надо же, интересно как. Только холодненький. Вездесущий Макдональдс. И вот на этой площади такая красивая клумба с большим количеством цветов. Заходим в Тель-Авив, понемножку приходим к нему. Вот такие машинки тут встречаются. Шикарные. Вот это старая железнодорожная станция. И вот тут такой сохранили вагончик, куда можно зайти даже. Как это все раньше выглядело, посмотреть. Это вагон. Ага. Вот вагон. Так вот люди сидели на Это лавочках. вагон поезда. Да. Он стоит на рельсах, такой розовенький, красивый, там вот море. Такая тоже местная достопримечательность. Это вагон поезда. Значит, ну, к сожалению, войти туда сейчас нельзя. Но в целом он стоит на рельсах, на самых настоящих. Собственно, у нас еще несколько путей. Прям их много довольно-таки. Это, наверное, старинные какие-то шпалы. Там еще один вагончик стоит. Магазин уникального израильского искусства. Всякие вязаные штуки. А нет, это не вязаные, это из глины. Это порт Тель-Авива. Вот мы выходим на такой променад, продолжаем променад по набережной. Местный андроид из пластиковых бутылок. Полностью сделана статуя из отходов. Рядом с такие же статуи играют в волейбол. Ну, вот в этом есть глубокий смысл, то что люди очень много потребляют пластика. То есть суть в том, что этот пластик нашли тут на берегу. И, соответственно, из найденного на берегу пластика сделали вот такие экспонаты. Блогеры ищут местечко, где бы им снять видео. Большое количество всяких сладостей продается. Пирожочки всякие. Ну вот $6 стоит такая плюшка. С, в общем, картохой. $6, мне кажется, дороговато. У нас в России стоит в 6 раз дешевле. То есть вот за там 60 рублей ты купишь себе вот такой пирожочек. Ну ладно, за 120 это вот прям... А тут как бы... Ну, у нас за $1, за 2, а тут за 6. Ага. Ну это туристическое место. Наверное, вот где-то ближе к даунтауну там дешевле.